В Евросоюзе существуют заседания, которые не транслируют и не упоминаются в новостях. Они называются рабочими сессиями высокого уровня. В них участвуют только уполномоченные представители. Обсуждаются решения по миграции, обороне и бюджету. Протоколы таких сессий часто не публикуются, некоторые документы помечаются словом «ограничено». Они доступны только участникам. Другие материалы не раскрываются вообще. Именно в этих рабочих форматах вырабатываются позиции, которые затем представляются как результат голосования. Но к моменту официального обсуждения все уже согласовано. Один из примеров – это реформа миграционного пакета, который обсуждали еще до передачи предложений в Еврокомиссию. Об этом периодически, кстати, упоминается в отчетах Европейского парламента, но без конкретики. Именно на этих сессиях нередко вырабатываются компромиссные позиции, которые потом преподносятся как результат общего голосования. Формально обсуждение продолжается на пленарных заседаниях, но, как подчеркивают эксперты, ключевые договоренности к этому моменту уже давно достигнуты. А теперь к самой чувствительной теме, в которой Европейский Союз обещает уже 10 лет, но так и не может договориться. Да, это та же миграция, и, как вы знаете, это одна из самых на самом деле острых тем в Европейском Союзе, но за десятилетия Евросоюз так и не смог выработать ту единую политику. Каждый новый кризис снова показывает, общего подхода нет. После волны 2015 года Еврокомиссия предложила систему квот, чтобы распределить прибывающих между странами. Идея выглядела как бы логично: больше ресурсов, больше помощь, меньше, соответственно, обязательств. Но реализация пошла по совершенно другому сценарию. Уже через несколько месяцев стало ясно, большая часть стран Восточной Европы не собирается в этом участвовать. По информации из внутренней переписки комитетов Совета Европейского Союза, главы правительств этих стран аргументировали отказ национальной безопасностью и общественным мнением. Польша, Венгрия, Чехия, Словакия официально заявили, миграционная политика должна оставаться в зоне национальной ответственности. Брюссель настаивал на обратном, и началось противостояние. Германия на фоне своей гуманитарной политики приняла сотни тысяч беженцев и ожидала, соответственно, солидарности, но вместо этого получила демарш от соседей и сдержанную позицию от Франции, где тоже шли внутренние дебаты. Как указано в отчете Европейской счетной палаты, даже спустя 8 лет Европейский Союз не смог наладить централизованный учет, реестр или систему распределения. Каждая страна использует свои базы данных, свои фильтры и свои процедуры. Реальных рычагов для принуждения к участию нет. Попытки ввести цифровой паспорт мигранта, общую биометрическую систему и обязательные транзитные центры застряли на стадии технических согласований. И по словам источников в структурах Европейского Союза, каждая новая редакция вызывает еще больше споров. На словах это общий подход, но на практике, как вы понимаете, сложилась ситуация, когда существуют десятки разных систем и ни одна не функционирует как принципиально единый механизм. Но это только начало, а дальше еще интереснее. Как именно разногласия между Берлином и Парижем тормозят всю конструкцию? Я уже в прошлых видео поднимал эту тему и рассказывал, что формально Франция и Германия являются движущими силами Европы. Но когда дело доходит до конкретных решений, разногласия вылезают одно за другим. И вопрос миграции давно стал точкой напряжения. Париж продвигает ужесточение правил. Усилить охрану внешних границ, депортировать нарушителей быстрее, сократить гуманитарные исключения. Берлин, напротив, делает ставку на защиту прав, создание механизмов легального въезда и реформу приемных структур. Согласно материалам рабочих комитетов Совета Европейского Союза, обсуждение этих тем нередко заходит в тупик. Именно из-за противоречий между двумя столицами. По информации журналистов, получивших доступ к внутренней переписке Frontex, Франция неоднократно уже блокировала немецкие предложения по смягчению регламентов. Взамен настаивала на модели, где агентство работает под прямым контролем государства, а не Еврокомиссии.
Та же ситуация и в оборонной сфере. Франция предлагает проекты по созданию автономных военных структур Европейского Союза, а Германия настаивает, вся оборона должна быть согласована с НАТО. И это не просто разные мнения, это две несовместимые модели безопасности. Разногласия есть даже там, где вроде бы и союз в промышленной политике. Франция развивает ядерную энергетику, Германия ее ограничивает. Париж продвигает крупные государственные инвестиции, Берлин требует рыночных решений. На пресс-конференциях мы с вами видим улыбки и фразы про общее будущее. Но в дипломатических отчетах, которые цитируют в европейских аналитических центрах, эти отношения все чаще называют управляемым соперничеством. Ни один крупный пакет не проходит без взаимных вот этих уступок. Ни одна инициатива не движется без постоянных переговоров. И вот что важно здесь понимать. Когда, например, Евросоюз анонсирует какое-то историческое решение, почти всегда это итог длинной серии торгов. Первоначальный текст проходит через десятки переписанных версий, и к финальному голосованию от него остается только какая-то основа, все остальное обрастает исключениями, поправками и сносками. На миграционных пакетах это видно особенно четко. Первое предложение включало жесткие правила, централизованный контроль, общеевропейскую регистрацию. Но к финальному документу добавили на усмотрение стран в рамках внутреннего законодательства при наличии технических возможностей. То есть формально это компромисс, фактически это механизм, который работает только частично и постоянно буксует. Франция в таких ситуациях формирует группы поддержки из стран Южной Европы, а Германия, если оказывается в меньшинстве, теряет рычаги и пытается перевести вопрос на технический уровень. Как отмечают специалисты по праву ЕС, на последней стадии вступают уже юристы. Они адаптируют документ под нормы каждой страны, но именно в этот момент исчезает смысл того единого закона. В ряде случаев депутаты Европарламента даже не вникают в финальные правки, голосуют, ориентируясь на рекомендации фракций. Это подтверждается и в материалах, опубликованных в рамках анализа законодательной прозрачности Европейского Союза. Чтобы сохранить лицо, страны добавляют так называемые национальные оговорки, то есть подписывают общее решение, но с формулировкой «будет имплементировано в рамках внутренних процедур». По сути, это отступление от общей линии. В итоге стратегия есть, но исполняется по-разному. Один документ – это десятки каких-то сценариев в зависимости от столицы, министерства и политического контекста. Но пока большинство спорят, другие страны уже действуют и меняют правила прямо на ходу. Вы, наверное, и сами неоднократно замечали, и я вам приводил много примеров, что Европейский Союз уже давно не выглядит как единый фронт. Вместо одного центра все чаще появляются такие небольшие альянсы, гибкие, быстрые, с конкретной повесткой. Именно они сегодня задают тон, пока другие продолжают согласовывать позиции. Италия, Греция, Хорватия и Кипр начали координироваться по охране внешней границы. Польша и страны Балтии обсуждают оборонные инициативы без участия Брюсселя. Северная группа, включая Данию, Швецию, Финляндию и Эстонию, выдвигают собственные идеи в цифровой экономике. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.